Смотрите, какой зверек у меня есть. Мой новый проект еще не завершен, еще торчит куча проводов. И тем не менее, все самое основное в нем уже есть. Колесики, двигатели, питание. И сегодня я хочу сделать ходовые испытания. Но прежде немного помучаю вас техническими подробностями. Итак, это будет электровоз. Масштаб 1 к 43, колея 32 мм. Интерес к этому масштабу у меня возник, пока я делал модель трамвая. Вот захотелось и поезд сделать. Я его делаю в основном из плотного картона с помощью лазерной резки. И немного тут 3D-печать присутствует. Он будет ходовым. Только проводящих рельсов для этого типа размера в обозримых окрестностях у меня нет. Поэтому насчет металлических колес я тоже не парюсь, я их напечатал. Питание будет от аккумуляторов, благо места внутри достаточно, а управление по радио. По фото из интернетов попытался замоделить сцепки, самые распространенные в этом типа размере. Ну, выглядит жутковато. Но они съемные, может потом чего получше поставлю. В целом пробная сборка удалась, но пришлось кое-что подрезать, чтобы тележкам было больше пространства. А тут я уже сделал буферные фонари, прокинул провода в машинное отделение и разместил всю электронику. Вообще попытался как-то причесать провода, сделал минусовую шину, но пока все подключал, все равно бардак получился. Немного расскажу про тележки. Ну, это классическая конструкция, в середине шестеренки, а по бокам привинченные декоративные накладки. Но они не совсем декоративные, оси колесных пар держатся именно за них. Этот мотор имеет встроенный редуктор, поэтому мне оставалось просто развести вращение по осям. Тележки прошли некую свою эволюцию. Вот посмотрите, более ранний вариант, на пасеках. Хотел сделать на пасеках, а получилось на резинках. Тут сначала вращение идет на двойной шкив, он не закреплен на оси, а свободно вращается. Потом резинка идет на второй такой же шкив и далее на одинарный. Он уже закреплен на оси. И вот эти все шкивы, они тоже закреплены. И вот по этой линии вращение передается на все оси без преобразования. Вот эти шкивы вырезаны на лазере. Но их трудно склеить, чтобы было без биений. Они кривоваты. А вот эти я распечатал на 3D принтере. Они ровные, но в размер я не попал. И резинка с них иногда слетает. А поменять теперь невозможно, потому что все проклеено и никак не разобрать, не уничтожив колесную пару. Мотор этот, он слишком слабый для этой тележки. Сама тележка едет нормально, пока резинка не слетит. А на модели еле тянет, мало мощности. Поэтому я и стал заказывать новые движки. А пока заказывал, увидел, что они еще и с редуктором бывают. Я посчитал в Excel, какой редуктор взять, чтобы скорость модели соответствовала масштабу. А вообще, изначально эта тележка была под другой двигатель спроектирована. Вот под такой. Но он оказался уж совсем слабый. Он стоял в середине, на этой площадке. Здесь стояло два направляющих ролика, которые помогали пасеку менять плоскость вращения. Ну и дальше также расходилось по шкивам. В общем, он совсем не потянул. Если только в воздухе включать, что-то крутится. А по рельсам он ехать отказался. Поэтому и пошли переделки. Значит, тележки у настоящего электровоза соединены. И я поначалу думал сделать так же. Но быстро выяснилось, что в кривую такая сборка не зайдет. Она могла бы ехать по кривой, но вот вход и выход из нее – это непреодолимое препятствие. Поэтому пришлось срезать. Ну, давайте посмотрим, что я тут натворил.
Как я и говорил, управление будет через простую радиопередающую систему. Там маленький пультик на 4 кнопки и приемник с 4 выводами, на которых появляется высокий уровень при нажатой кнопке на пульте. А Arduino будет превращать эти простейшие сигналы в разгон и торможение, как на настоящем поезде. Вот тут берется питание с аккумуляторов и через кнопку поступает на понижающий модуль, который формирует 5 вольт, которые идут на Arduino и приемник. Напрямую с аккумулятора идет питание на плату управления двигателями DRV-8833. От нее идут провода на клеммы и от них расходятся на 2 двигателя на тележках. На Arduino я запрограммировал так, что при нажатии кнопки А включается плавное ускорение, а от кнопки Б плавное замедление. Ускорение можно остановить кнопкой B, пока скорость не достигла максимума, и модель будет двигаться с этой скоростью. Также торможение можно прервать кнопкой А, чтобы модель двигалась с меньшей скоростью. И еще я зарезервировал пины для управления светом, но я их еще не запрограммировал. Вот тут к окошку я вывел светодиод. Он подключен к приемнику и загорается, когда приемник принимает какой-либо сигнал от любой кнопки. И сейчас, хоть модель и не готова, я хочу замутить ходовые испытания. Потому что до этого я включал все это только на столе. Нужно проверить в деле. Я уже как-то говорил, мне не удалось найти готовых рельсов на 32 мм, поэтому я их тоже вырезал на лазере. Не стал изображать двутавр, но головку рельса все же сделал. А первый вариант у меня был вообще простой. Просто полоска картона поставлена на ребро. Тут, конечно, жесткости может не хватить, но посмотрим. Так, ничего не коротнуло, уже приятно. Ну вот этот пультик. Так, кнопка А — это у меня ускорение. В какую сторону? Ага, не в ту. Так, и что? На выходе из кривой сразу же сход. Ну молодец, отличные пути построил. Так, чтобы реверсировать, это во время стоянки у меня делается, это у меня кнопка B. Ардуинка мигнула 2 раза, это значит реверс произошел. И теперь кнопка А — это опять ускорение. О, в другую сторону. Так, в кривой опять сход. Ну, круто. Ну конечно, у меня тут путь на край ковра попал. Конечно, под весом электровоза он наклонился и электровоз упал. Итак, исполин повержен. Прилег отдохнуть. Так, удалось подвинуть путь, но это оказалось не так уж трудно. Не такая уж мягкая получилась сборка из этих картонных рельсов. Но, однако, теперь вот так вот все это дело заканчивается. Практически как и наша обычная жизнь. Итак, попытаемся уехать из этого гиблого места. Нужно опять сделать реверс. Кнопка B. Вот, Ардуинка мигнула 2 раза. Должно сейчас поехать все в другую сторону. Приступим. Так, что за хруст? Хруст шестеренок. Все-таки мягкий картонный редуктор тележек где-то допускает зазор. Что-то под нагрузкой отодвигается. И это не очень хорошо. Надо дорабатывать.
Давай потихоньку. Потихоньку, надо посмотреть, где тут сход был. Ага, недогруженная первая колесная пара на стыке приподнимается и сходит. Но не очень хорошо, не очень. Все, сошел. Ну куда ты без путей-то дальше почесал? Стой, блин. Все, радиоканал уже не ловит. Побегу его догонять так. Ну хреновый прием, хреновый. Только в упор работает. Так, сейчас пофиг на габариты. Попробовал антенку выгнуть вверх, потому что такой отвратительный прием сигнала мне надоел. О, удержание сработало, произошел реверс. Запускаем. Как троллейбус, блин, со штангой. Так, ну с такого расстояния он уже не слушается управления. Это отстой. Напоминаю, там его ждет столб. Ну так и есть. Приплыли. Итак, смотрим, доедет ли до сюда монстрозавр. Или опять свалится где-то. Ну ладно, удовлетворительно. Так, ну в общем, что показали эти испытания? В принципе, концепт рабочий, но со своими недостатками. В доработках нуждается. В общем, когда вот так вот два двигателя очень близко друг к другу, они, ну, понятно, корпусами-то не соприкасаются. А вот конденсаторы почему-то шевелятся. И вот они почему-то задевают друг за друга. И похоже, это было причиной схода на выходе из кривой. Вот такая вот неожиданная причина. Дело в конденсаторах. Потом, вот этот приемник, ну точнее вот эта вся радиосистема не очень пригодна. Когда двигатели остановлены, она в принципе все ловит, но и то не очень хорошо, да. Часто она ловит импульсы вместо постоянного сигнала. Но хоть как-то с этим можно было бы работать. Но вот когда двигатели включаются, она просто слепнет. Прием становится очень плохой. Ну, пульт в упор приходится подносить, чтобы она что-то словила. Ну, это, конечно, не дело. Что еще насчет тележек я хотел сказать. Получается, у каждой телеги двигатель расположен с краю. Ну, в середине локомотива, но с краю тележки. Итого, третья ось хорошо загружена, а вот передняя плохо. При малейшей неровности на пути она просто выезжает на нее вверх и потом куда-то в сторону, и происходит сход. То есть надо все-таки двигатель разместить как-то ближе к середине. Какая-то телега получилась не сбалансированная. Но при этом
вполне хватает ее вращения, да, чтобы вписываться вот в какие-то обозримые кривые. Это радиус 900 мм. Ну, как видно, мне пришлось отказаться от реборда на второй оси. Да, потому что с реборда исходов было еще больше. Все-таки этого бокового разбега средней оси недостаточно, чтобы входить в эти кривые. Поэтому пришлось сделать ее гладкой. Пока такие результаты. Ну что ж, я считаю, неудачные ходовые испытания дают мне отличный повод, чтобы забросить этот проект. Однако, все-таки существует вероятность, что я его доделаю. Поэтому, если вы смотрите это видео спустя полгода, год после его публикации, вы можете поискать продолжение.